Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня наш выпуск на тему «Тайна матери Екатерины Великой, которую императрица скрывала всю жизнь». Немка Екатерина, ставшая великой русской императрицей, родилась в небогатом маленьком княжестве Ангальд-Цербст. Никаких особенных отличий у названного княжества не было, поэтому странным выглядит выбор Елизаветы Петровны, которая для своего наследника выбрала именно эту принцессу из множества других претендентов на корону Российской империи. В чем секрет такого нелогичного выбора? Бедность семьи будущей императрицы Фике подтверждалась тем, что ее отец служил в прусской армии в качестве не какого-нибудь генерала, а простого полковника. Он не мог получить чины, потому что не было денег. Хотя дочка потом всегда говорила об отце как о человеке умном, начитанном, скрупулезном. В глазах Екатерины отец был идеалом, на который должно равняться. Но вот сама она почему-то ни одной своей чертой лица не напоминала своего глубоко уважаемого папочку. Может быть, потому что он не был настоящим отцом. Разумеется, это всего лишь слухи. Однако между матерью Екатерины и отцом была разница в 22 года. И злые языки поговаривали, что Иоганна Елизавета имеет любовника, который помогал семье материально. Правда, в те времена такие ситуации были вполне в порядке вещей. Да и Елизавета не стала верить таким компрометирующим слухам и пригласила мать с дочкой на смотрины в Петербург. Но почему не поехал отец – загадка. Когда Иоганна приехала в Россию, спустя время ее не только уличили в шпионаже для Фридриха Прусского, но и в том, что женщина закрутила греховные шашни. Кстати, еще эта переписка породила сплетню о том, что прусский король был отцом Софии Фредерики. Но доказательств нет, да и тут был явный расчет, так как после получения информации король повысил Христиана Августа в чине, сделав генерал-фельдмаршалом. Если бы он был отцом Екатерины, то сделал бы это гораздо раньше. В общем, было много причин сомневаться в том, что Христиан Август не был отцом Фредерики. Мать сама рассказывала, что родила девочку недоношенной, однако здоровой и достаточно крупненькой. Но вот что интересно, потом настоящим отцом Екатерины стали называть Ивана Ивановича Бецкого, который в те времена служил у Елизаветы камергером. А началось все еще с тех времен, когда Бецкой и Елизавета Петровна жили при дворе в правлении Петра II, а потом и Анны Иоанновны. Оба они, и Елизавета, и Иван, были детьми, рожденными вне брака. Иван Иванович считался бастардом князя Трубецкого, а Елизавета, как мы помним, родилась еще до того, как Петр Великий узаконил брак с Мартой Скавронской. Иван Иванович слыл любителем всяких интриг и авантюр, и этим был весь в батюшку Трубецкого, также большого поклонника женского пола. Он часто ездил по курортам и за границам, и в одну из таких поездок в Париж познакомился с Иоганной. Она приезжала в столицу Франции, чтобы полечиться от бесплодия, так как после замужества уже прошло 2 года, а беременность не наступала. Видимо, Бецкой был еще и отличным лекарем, так как, пообщавшись с Иоганной пару месяцев, он ее вылечил, и последняя срочно отбыла домой, к своему мужу, чтобы забеременеть. И через 7 месяцев появилась столь долгожданная дочка, названная Софией Фредерикой. Муж подозревал или нет, но об этом история умолчала. Однако он с честью воспитал девочку, да так хорошо, что она стала достойной правительницей огромной Российской империи. Теперь обратимся уже к тому времени, когда Елизавета Петровна выбирала невесту для наследника. С Бецким она, безусловно, посоветовалась. Он знал, что ангальд-цербстская девочка – его дочь, и, скорее всего, он посоветовал императрице выбрать именно ее. Иначе как объяснить то, что среди более влиятельных блестящих претенденток Елизавета выбрала худородную девочку, мать которой еще и гулящей слыла? Наверное, причина в том, что Бецкой имел влияние на Елизавету и рассказал об этом романе, попросив войти в положение, ведь ради своих же делаем. Императрица сама с большим трудом заняла трон России, поэтому такое положение незаконной дочери ей было знакомо не понаслышке. Да и наследником, который вел себя как дурачок, императрица была давно разочарована. Решение подсказал Бецкой, посоветовав женить взорвавшегося цесаревича на безродной русской немке.
Но не стоит забывать одно обстоятельство. О семье Иоганны императрица Елизавета Петровна знала не по слухам. Как известно, у этой женщины было 9 братьев и сестер. Один из них, Карл Фридрих, стал шведским королем. Кроме того, с самого детства Иоганна была знакома с прусским королем Фридрихом III, персоной очень известной. И влияние Фридриха было бы на руку Елизавете Петровне. Женщина часто и много с ним переписывалась, была откровеннее, чем с мужем. Правда, потом именно с этой перепиской ее и застукали, после чего обвинили в шпионаже. А второй, Карл Август, был женихом Елизаветы Петровны, когда она ходила еще в бедных родственницах. Может быть, Елизавета сохранила добрую память о нем, ведь дело уже дошло до свадьбы. Но Карл скоропостижно скончался от болезни прямо во время свадебных приготовлений. Сама же Иоганна, выданная замуж в 15 лет, скучала в провинциальном Штеттине, куда Христиан Август поехал по служебным делам, да так там и осел. Кроме того, после парижского лечения началась более скучная жизнь. Дочь родилась очень крупной. Роды прошли тяжело, и Иоганна восстанавливалась почти 5 месяцев. Правда, потом у нее появилось еще 4 детей, но уже никто таким крупным, как Фике, не был. Еще стоит отметить, что против брака Фредерики с Петром III категорически выступал сам Христиан Август. Свое решение он аргументировал тем, что вера не подходит. Гольштейн-Готторпы были лютеранами, а в России же православие. Но потом силами Иоганны и священнослужителей удалось сломить сопротивление христиана. Якобы они сказали ему, что православие, то бишь греческая вера, ни капельки не отличается от лютеранства. Что до Фредерики, то она, как только приехала в Россию, стала усердно изучать русский язык и обычаи страны, без каких-либо проблем приняла православную веру. Немецкая принцесса словно бы чувствовала свои русские корни. В довершении всего самые доверительные отношения у Екатерины сложились именно с Иваном Ивановичем Бетским. Он стал для нее вторым отцом, как она писала в своих мемуарах. Придворные первое время шептались о том, что Бетской и Екатерина обязательно раз в неделю вместе завтракают. Но потом привыкли. Правда, еще говорили, что иногда жена Петра целует руку простому бастарду Трубецкого, а он смотрит на нее с отеческой нежностью. Кстати, когда Екатерина вступила на престол, то уже в самом начале правления под руководством Бетского были созданы несколько воспитательных сиротских домов, включая Смольный институт. Возможно, эти акции имели для Екатерины и Бетского свой, особый контекст. Эти доводы может подтвердить и тот факт, что Екатерина назначила Бетского наставником для своего внебрачного сына Алексея Бобринского, который родился в отношениях с Григорием Орловым. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Потом все свое правление она оказывала Бетскому благосклонность и очень доверяла его советам. А что же Иоганна, о тайнах которой Екатерина не говорила никому, тем более не писала о них в мемуарах? После того, как репутацию княгини Ангальцербской подпортили записочки на имя прусского короля, Иоганну разлучили с дочерью, отправив домой. К тому же там ее ждали другие дети. В 1745 году Иоганна Елизавета уехала без права на возвращение в Россию, но с небольшой пенсией, которую ей выплачивали как матери будущей императрицы. Через 2 года умер ее муж Христиан Август, и Иоганна стала регеншей при несовершеннолетнем сыне Фридрихе Августе, управляя княжеством, пока наследник не вступит в свои права. Все бы ничего, но когда началась Семилетняя война, в имение княгини случайно попал французский маркиз. Она его укрыла от прусских солдат. А потом об этом узнал Фридрих II и обвинил Иоганну в предательстве. Вдова Ангальцербская подверглась опале и была вынуждена уехать во Францию к этому самому маркизу, которого она спасла. Чтобы ее не узнали, говорила, что она княгиня Ольденбургская. Сначала у Иоганны были деньги, и она их тратила в свое удовольствие. Но финансы стали таять, пенсия с России не поступала, а Фридрих конфисковал все доходы у опальной княгини. Маркиз тоже помочь ничем не мог. Иоганна буквально погрязла в долгах, здоровье тоже было уже плохим. И не выдержав переживаний, она скончалась во Франции в 1760 году, унеся все свои тайны с собой и больше никогда не встретившись со своей дочерью Екатериной Великой.
Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, а также разбор выдуманных мифов, которые нам преподают в школе и которые звучат по телевизору, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую, неизвестную историю России.